Вот несколько интересных фактов о загадочных и необычных природных феноменах, которые вы можете включить в видео на своем канале. Светящееся море. В разных уголках мира существует явление, известное как биолюминесценция. Например, на острове Вайтленд в Пуэрто-Рико океан светится ночью благодаря биолюминесцентным микроорганизмам, песчаные бури на Марсе. Красная планета периодически переживает песчаные бури, которые могут затмить ее поверхность на несколько месяцев. Эти бури могут быть тысячи километров в диаметре. Звездопады. Расскажите о периодических метеорных потоках, которые приводят к впечатляющим звездопадам. Например, персеиды и драцеиды производят впечатляющие зрелища на небосклоне. Горящие реки. В Индии есть река Белла, вода в которой может воспламеняться из-за высокого содержания природных газов. Это создает весьма странное и пугающее зрелище. Подводные гейзеры. Опишите феномен подводных гейзеров, таких как Черное и Белое дымчатое озеро в США. Эти гейзеры выбрасывают горячую воду и пар, создавая удивительные ландшафты. Магнитары. Магнитары — это нейтронные звезды с интенсивными магнитными полями. Они могут генерировать мощные всплески гамма-излучения и воздействовать на окружающее пространство. Подземные кристаллические пещеры. Покажите пещеры, в которых можно найти огромные кристаллы, такие как пещера Наика в Мексике, где рост кристаллов может занимать тысячи лет. Природные наводнения и засухи. Расскажите о том, как природные явления, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, могут вызывать экстремальные наводнения и засухи в разных регионах мира. Эти факты позволят вашим зрителям узнать о множестве удивительных природных феноменов, которые делают наш мир таким разнообразным и загадочным. Блуждающие камни. В долине смерти в Калифорнии есть явление, когда огромные камни двигаются по песчаному дну пустыни, оставляя за собой следы. Научники до сих пор не полностью понимают, как это происходит. Озеро Холли в Антарктиде. Расскажите о озере, которое находится подо льдом Антарктиды и остается жидким благодаря высокому давлению и гелию. Магические круги в Намибии. Покажите таинственные круги на земле в пустыне. Намиб, которые выглядят как гигантские круги или пятна. Горящие горы. Расскажите о горных цепях, где некоторые горы, такие как Чимбораза в Эквадоре, имеют более высокую точку относительно центра Земли, чем вершина Эвереста. Кровавая лагуна. В Венесуэле есть лагуна с водой красного цвета из-за высокого содержания железа, что создает впечатляющий и немного страшный вид. Вечные пламя Азербайджана. Этот недавно обнаруженный природный газовый источник в Азербайджане горит непрерывно уже более полувека. Химические озера. Расскажите о озерах, в которых содержатся различные химические элементы, придавая им яркие цвета. Например, озеро Редбо в Австралии или озеро Тункуль в Сибири. Опасные гейзеры. Опишите гейзеры, которые могут внезапно извергать кипящую воду и пар, создавая опасные ситуации. Например, гейзер Стромболи в Италии. Вот несколько теорий и гипотез, связанных с загадочными и необычными природными феноменами, которые могут заинтересовать ваших зрителей. Теория каменного леса. Существует несколько гипотез о том, как образовались каменные столбы в Сибири. Одна из них предполагает, что это результат действия природных форсированных электрических разрядов, подобных молниям. Источник биолюминесценции. Биолюминесцентные морские организмы, вызывающие свет в океане, все еще вызывают дебаты среди ученых, исследующих, каким образом они создают этот свет. Магнитары и магнитные поля. Теория магнитаров предполагает, что интенсивные магнитные поля вокруг нейтронных звезд могут вызывать вспышки гамма-излучения и другие загадочные явления. Тайна геоглифов. Геоглифы в Назца-пустыне в Перу поднимают вопрос о том, как и почему древние цивилизации создавали такие огромные земные рисунки, которые видны только с высоты. Исчезающие озера. Некоторые озера, такие как озеро Окейган в Канаде, периодически исчезают и появляются снова. Ученые исследуют причины этого явления. Гейзеры и засухи.
Гипотезы о возникновении песчаных гейзеров в Мохаве и звукоизлучающих песчаных дюнах могут включать в себя тепловой поток и вибрации. Экстремальные условия в подземных пещерах. Ученые изучают, как кристаллы в подземных пещерах растут при экстремальных температурах и давлениях. Явление водных токов. Например, как вода в озере Холе в Антарктиде может оставаться жидкой при таких низких температурах.